Всем привет! Этот выпуск календаря предпраздничный. На следующей неделе в Китае будут отмечать Новый год. Китайцы готовятся к этому празднику заранее, и я в соответствии с их традициями решила поступить так же. В честь наступающего праздника в этом календаре событий я проведу викторину. Будут заданы несколько вопросов о игре, ответы нужно будет написать в комментариях под этим видео. Они будут приниматься до 8 февраля включительно. Итоги мы подведем 10 февраля в следующем календаре событий. Обращаю ваше внимание, что победители будут выбраны случайным образом, а награды они получат с 10 по 13 февраля. Для получения призов нужно будет написать мне в ВК или Facebook. Вся необходимая информация будет в описании этого видео. Кстати, награды в этот раз будут лучше. Команда Red Magic услышала игроков. Итак, 4-5 февраля в игре пройдет событие «Солдаты удачи». С 6 по 7 февраля «Колесо зверя». Тут важно посмотреть, какого зверя нам предложат получить, и уже тогда принимать решение, насколько активно участвовать в этом ивенте. 8-9 февраля «Сокровище гнома». Золото в игре всегда в цене. Оно помогает игрокам в рыбалке. Многие заказывают у торговца ускорения, камни обновления таланта и другие предметы. Кстати, контрабандный товар нужно забрать в течение часа с момента доставки, иначе он будет конфискован. Но лучше всего инвестировать золото в тонус. Да, именно инвестировать. Это выгодно. Дроп с монстров и домов монстров очень полезен. Стрелы для охоты на гоблина можно получить разными способами. Накопить их в игре. Каждый день дается определенное количество орудий света, и они не сгорают до следующего ивента. Можно купить за золото или приобрести пакет. Когда мы стреляем в гоблина, из него выпадают рандомные предметы. При стрельбе в гоблина сокровищ выпадает золото. Если повезет, можно вернуть значительную часть золота, если вы за него покупали стрелы. А если очень повезет, сорвать главный куш. Вообще, этот ивент – само воплощение рандома, рандомные награды, рандомная вероятность получить рандомный главный приз. Ух! Но главная награда в несколько десятков тысяч золота манит много игроков. Участвовать или нет, решайте сами. И самый главный ивент следующей недели – фестиваль лунной весны. Это событие подготовлено специально в честь Нового года. В Китае с древних времен Новый год символизирует прощание зимой, праздник весны, иными словами. Как вы видите, в этом событии достаточно простые задания. Выполняя их, игроки получают небольшие промежуточные награды. А главное, продвигают своего танцующего льва вперед к получению награды за этапы. Кстати, в Китае есть традиция дарить такие конверты родственникам и друзьям. Называются они хунбао. Сам конверт – это пожелание удачи и процветания. Китайцы верят, что подарок, вложенный в хунбао, обязательно принесет успех получателю. В рамках этого ивента такие конверты появятся у нас в игре. Мы сможем тоже поздравить друг друга с китайским Новым годом. Важная составляющая любого Нового года – это праздничный стол. В честь китайского Нового года будет запущено событие «Весенний пир». Для того, чтобы в нем поучаствовать, нужно будет построить особое здание Альянса. После этого R1, R2 Союза смогут открывать ужин, а другие игроки к нему присоединятся. Обратите внимание, что стол будет открыт определенное время и раз в сутки. Вся информация будет указана в описании. Главное, нужно учесть онлайн ваших игроков, для того, чтобы все получили подарки с этого праздничного стола. А сейчас приступим к викторине. Итак, первый вопрос. Как вы думаете, какой ивент начнется после события фестиваля лунной весны? Это событие придумано на основе китайских традиций. Вариант А. Сокровище злого дракона. Вариант Б. Весенний монстр-нянь. И вариант С. Международный день роллов. Вопрос номер 2. В каком ивенте из перечисленных легче всего получить большое количество ресурсов? Вариант А. Сокровище гоблина. Вариант Б. Копье мести. И вариант С. Куб. При использовании суперпреобразователя что происходит с талантами героев? Вариант А. Все таланты меняются местами, даже родные таланты героев. Вариант Б. Родной талант остается у героя, а все другие переносятся с сохранением уровня. Вариант С. Я не смотрел видео о преобразователе на официальном канале. Я не знаю.
На этом праздничный выпуск календаря событий завершен. Напоминаю, что мы ждем ваших ответов в комментарии под этим видео до 8 февраля включительно. Успешной игры вам, друзья!